Ну что ж, дорогие друзья, начинаем нашу встречу, посвященную энергии времени. У нас новое изделие, называется «Энергия времени», и мы ее начнем изучать. Вот. И вот в плане этого теперь давайте поработаем вот с энергией времени как со структурой, да, то есть которая вот у нас сейчас, с которой мы можем повзаимодействовать. Э, То есть мы можем эту энергию сейчас, ну, как бы еще немножко поднаправить туда, куда нам надо. Почему? Потому что направление вот нашего внимания это ну, один из главных аспектов вот работы с этой структурой. То есть те, кто будет приобретать карточку, надо понимать, что мы должны очень аккуратно будем там относиться к своему вниманию. То есть куда мы хотим ее направить, эту энергию, с тем, чтобы она у нас нормально работала. Но не просто куда направить, а куда не направить еще надо выделять. То есть есть аспекты, когда мы направляем туда, куда не надо. Ну, например, опять же, вот тот аспект, который я говорил. Предположим, есть некий человек, да, с которым, ну, партнер, например, ваш какой-то, да, с которым вы связываете какие-то ожидания. То есть у нас есть понятие, такая штука, я говорю, очень часто используем, часто мы нарываемся, неоправданные ожидания. Ну, вот особенно с картой блага у нас часто люди говорят, вот мы взяли карту, а у нас вот не работает. Мы начинаем разбираться, оказывается, работает, но в другом аспекте. Не там, где он ожидал, а оно проявилось совсем в другом. Поэтому у нас, когда мы говорим об ожиданиях, мы что туда? Мы опять же связываем как бы некий энергетический поток туда свой, направляем в эти ожидания и ждем, что там будет отклик. А оно, может быть, нету там отклика. Почему? Но у нас эти ожидания, они могут реализоваться по-другому совсем, а не так, как мы. Потому что у нас есть свои собственные убеждения. Вот мы считаем, что вот если вот что-то происходит, оно должно происходить вот таким образом. А в связи с тем, что у нас вот есть вот эта карточка, структура энергия времени, временные потоки могут быть направиться совсем в другую сторону. Ну, а мы вот своими ожиданиями будем их тормозить и туда направлять. Поэтому давайте мы вот сейчас одну такую практику попробуем со структурой в энергия времени, как бы, так как она у нас тут работает, мы вместе с ней уже взаимодействуем, связано с тем, что мы попробуем избавиться от неких ожиданий. Как можно избавиться от ожиданий? То есть эти ожидания перевести в какую-то другую плоскость. Ну, повеселиться над ними, этими ожиданиями. Ну, предположим, есть у кого-то человек какой-то, да, который мы думаем, вот сейчас он сработает, даже говорю, и тогда у нас все будет замечательно, да, то есть как бы, а если вдруг он не сработает, то у нас может что-то не произойти. Поэтому мы убираем ожидания. Как можно убрать ожидания? Можно поработать с этим человеком, да, то есть каким образом? Но мы ожидаем, что будет вот если у нас есть ожидание, создается некий, ну, как бы такой поток в ту сторону. И от нас идет вот энергия пошла. Но она может быть, я же говорю, неоправданна, потому что, может быть, нам совсем по-другому как-то надо. Да? То есть поэтому нам надо убрать свое вот это вот напряжение, которое создается вот этими ожиданиями. Поэтому берем человека, которому мы связываем эти ожидания, и начинаем его воспевать, например. Да, то есть, ну, вот у нас же положительное ожидание, то есть мы с ним связываем, поэтому мы давайте будем на него молиться. Ну, в смысле, типа. Ну, допустим, да, ну, я вот это абстрактно сейчас попробую показать, как это можно делать. Значит, ну, допустим, вот у меня есть какой-то человек, о котором я вот думаю, что вот если бы вот он, то тогда у нас все тут пойдет, все отлично. Вот поэтому я говорю, что этот человек, он ну, просто рожден для того, чтобы себя проявлять, да, проявлять в каких-то вот финансовых отношениях таким образом, чтобы весь мир для него открылся, и он стал великим человеком. Да, то есть он настолько велик, что его бы только бы вот этот ресурс, который у него есть, если бы он направил его на нужное дело, то это его величие бы проявилось в широте души, с одной стороны. С другой стороны, он бы стал значимым не только для вот его собственной семьи, для его дела, да, то есть он бы стал значимым для каждого человека в нашей стране. Тогда бы каждый человек послал бы ему письма, они бы его поддерживали, да, то есть они бы мешками бы ему приносили эти письма, да, представляете, он приходит
выходит дома, а тут гора писем лежит, просто громаднейшая, то есть как бы она у нее как, ну, просто уже некуда складывать, да, то есть он вынужден каждый день пригонять по грузовику, грузить туда письма, потому что ответить на них он не может. Но этого мало, то есть к нему начинает еще идти различные звонки, да, то есть он каждый день сидит и отвечает на эти звонки, ему больше уже заниматься нечем, потому что он настолько велик, что его просто каждый хочет с ним пообщаться, каждый хочет прикоснуться к тому лучику света, который от него идет. И этот лучик света каждый бегает и ловит, то есть за ним ходят уже толпы поклонников, потому что они чувствуют, и только лучик от него выходит, этот поклонник просто кидается на этот лучик и тает, тает, тает и погружается в эти лучики все. Поэтому этот человек настолько становится великим, что он уже, даже когда его никто не видит, он освещает всю землю своим солнцем. Да, то есть, и не только землю, он начинает освещать уже и Солнечную систему, начинает освещать своим светом нашу галактику. И вот в результате этого он становится таким галактическим светилом. И уже разные цивилизации прилетают на Землю для того, чтобы с ним посоветоваться, как им вести дела. Ну, как бы вот пытаемся как бы довести до абсурда вот величие человека, на котором... С тем, чтобы мы поняли, что ну, все эти наши ожидания, они... Пусть они будут, как вот в той фразе, да, будь что будет, а делать, что должен. То есть каждый делает свое. Понятно, да? То есть идея. Другой аспект. Допустим, у нас есть страх перед каким-то человеком. Ну, что он, допустим, что-то не сделает. Или наоборот, сделает что-то, но очень плохое для нас. Ну, тогда мы можем в обратную сторону пойти. В сторону негатива. Мы его начинаем усиливать. Мы начинаем говорить, какой ужасный человек. Как он с нами может поступить? Вот, допустим, этот человек возьмет нас и начнет нас макать в грязь. Он будет нас хватать и какую-нибудь лужу взять и начнет макать, вот, допустим. Или, например, найдет еще больше грязи, например, целое болото. И нас туда, в это болото, начнет погружать прямо, просто погружает в это болото. А мы будем сопротивляться, кричать: отпустите нас, а мы такие вот несчастные, то есть отпустите, отпустите. А он нас берет и макает, и макает. А вообще он может быть нас макать не только в грязь, он нас может просто обмазывать этой грязью, да, то есть, как бы, но грязь-то, правда, ну, конечно, это может целебная грязь, а не просто как бы так, он не просто так это делает, может, это для пользы нашей, но тем не менее он нас макает и макает. А еще он нас может тогда, представляете, взять и начать над нами издеваться. То есть он начнет от нас отрывать, допустим, по кусочку от нас, вот он просто мучить будет, он берет и отрывает что-то, ну как вот цветочек, да, вот, то есть мы берем и начинаем гадать на этом цветочке, отрываем от него по лепесточку, но также от нас начинает что-то отрывать, может, правда, он гадает что-нибудь такое, хочет выгадать для себя какую-нибудь получить, но он же от меня отрывает, а потом он что делает, он берет меня и закапывает глубоко-глубоко, куда-нибудь туда, настолько глубоко, где я уже не могу уже выбраться и на поверхность. Он меня копает, закопал уже прямо чуть ли не до центра земли. И вдруг какой-то момент в этом, что там со мной может произойти в этом? Я уж могу почувствовать, что там и гравитации уже нет, на меня ничего не давит. Там же со всех сторон, в разные стороны тянет. А что он еще может сделать? Он же меня может вообще стереть в порошок. Вы представляете, я в виде порошка. А может, меня кто-нибудь примет в эти порошок? Может, это целебный порошок? И тогда люди будут за меня еще благодарность выражать, потому что этот порошок будет их всех лечить. Ну, то есть, как бы опять мы выводим до абсурда, как бы все наши ожидания, которые связаны с какими-то нашими страхами. И попытаемся повеселиться над этими страхами так, чтобы можно было убрать их из нашей жизни. Потому что если мы просто переживаем что-то, да, то есть или наоборот вот, ожидаем или переживаем, то мы тем самым вот опять же свою энергию времени тратим на всякую ерунду. А здесь мы вот довели до абсурда вот это все, как бы почувствовали некое облегчение и забыли об этом
человеке, как вот том, что с ним могут быть какие-то связанные отрицательные вещи. Это может быть на самом деле не только люди дальнего плана, это могут быть и близкие родственники, с ними тоже можно так поработать. Если мы с ними связываем какие-то ожидания или наоборот напряжение. Ну что, кто хочет попробовать повеселиться над своим ожиданием? Кто чего-то ждет, очень такого, что вот надо обязательно, чтобы это произошло, и тогда все будет замечательно. А если этого не произойдет, то тогда все будет плохо. Вот с этим вот тем, что есть, вот можно не обязательно это называть, кто это, что это, но вот как бы попробовать довести до абсурда. Ольга Александровна хочет нам начать. Руку подняли, да? Секунду. Вот да. так, да. Да, Ольга Александровна, да. Здесь важно, чтобы мы могли переключить вот эти свои энергетические потоки, свое внимание на что-то, чтобы нас убрать как бы тревогу внутреннюю. Или тревогу, или какую-то вот что-то, что нас напрягает. То есть вот если мы повеселились, у нас уже есть возможность самим ну, не зацикливаться на этих мыслях и убирать свое внимание отсюда. Ну, с картинами как бы интересно, что когда рисуешь картину положительных ожиданий, они сложнее рисуются. А вот когда отрицательные, там как-то проще вот всяких несчастий напридумывать и ужасов, как бы, то есть, ну, как бы, видать, большой опыт есть у человечества вот придумывания всяких ужасов. Давайте про команду. Вот как бы Команду. вы ожидаете, что будет команда, которая Да. будет чего-то делать, правильно? Да. Вот. А представьте себе, что это команда, то есть мы как бы, ну, в силу этого есть некий страх, что вдруг команда не соберется или будут не те люди, Да. париться, как бы вот мы вот с этим страхом пытаемся работать. То есть, как бы, то есть вы тогда начинаете вот об этой команде. Вот у вас есть команда, и эта как команда начинает вот чего-то творить. Но творить такое, что просто ужас. Они такого натворили. Ой. Потому что они так, ну вот и как бы, и вот эту начинаем уводить куда-то в сторону от того привычного как бы стереотипа, который мы привыкли. Да, стереотип конкретный. Да, потому что мы обычно, ну, есть некие шаблоны нашего поведения, на которые мы ориентированы. Эти шаблоны нас иногда тормозят, потому что мы не можем из них выйти. И надо вот что-то принять, какую-то вот фантазию, которая убрала, опять же, что? С одной стороны, наше вот напряжение от наших ожиданий, от этой команды, да, то есть, как бы, ну, будет и будет, хорошо, не будет, мы все равно что-то сделаем, может, это будет не команда, это будет командир. Что-то другое, да, то есть, как бы, ну, вот, то есть, важно не придумывать что-то, чтобы оно, как говорят, Не зацикливаться. да, выйти за пределы привычных как бы действий, да, то есть создать некий творческий процесс, опять же. То есть вот что мы сейчас сделали, вот давайте так, по большому счету. То есть, вот у нас вот были, смотрите, есть вот раз, два, я тут говорил, вы говорили, то есть вот Ольга Александровна говорила, Лариса. Смотрите, что при этом происходит, мы как бы давайте вот с точки зрения структуры разберем. То есть мы берем, да, то есть какую-то структурную характеристику, ну, настоящее. Вот в настоящем есть вот что-то, бизнес какой-то, да, то есть как бы в этом бизнесе или вот, ну, некое дело, да, то есть которое связано с какими-то людьми определенными, на которых мы возлагаем определенные надежды. Да, то есть, ну, на самом деле, видите, у Ларисы тоже, говорят, нет людей, то есть как бы у вас нет людей, там, вот у Ольги Александровны тоже вот нужны игроки такого уровня, которые бы там, соответственно, играли. То есть, опять же, в людей мы упираемся, людские характеристики, да, то есть, что мы здесь начинаем делать со структурой энергии времени? Мы начинаем эту структуру как бы подтягивать какие-то другие структуры другого уровня, которые бы могли начать проявляться в этой жизни. Убрать те ограничители, которые есть, и чтобы энергия, вот, которую вы направили туда, она начала двигаться в вашу сторону. В сторону вас, в сторону людей, в сторону этих самых. Да? То есть поэтому здесь важно понять, что мы, когда вот эту практику делаем, мы работаем со структурами. Мы не просто чего-то придумываем. Мы пытаемся нужную структуру привлечь
для того, чтобы она начала проявляться. Потому что мы говорим о чуде. Вот нам бы чего хотелось, чтобы оно только раз и что-то произошло. Да, И все есть, само собой. счастливый случай, да, то есть, или как бы говорят, везет, значит, кто везет? Ну, кто-то должен везти. Вот все, вы хотите, чтобы кто-то там повез, Лариса хочет, чтобы повезли в нее, вот, Ольга Александровна, свое какое-то везение должно проявиться, да, то есть, поэтому энергия времени, как структура, это направление вот этого потока в сторону вот этого везения, чтобы мы могли не только на себе, как бы на личном горбу, как бы вывозить все это дело, да, то есть, а чтобы мы могли отдаться в потоку, и чтобы этот поток нас нес. То есть, делай, что должно, будь, что будет. То есть, чтобы это то, что не может быть, мы не тратили энергию на то, чтобы придумать, а вот что может быть, если будет вот так. Это полезно иногда бывает думать, что, ну, то есть, это как бы проработка вариантов, да, допустим. Но важно не эмоционально туда не цепляться, то есть не возбуждаться от этого. Или в плохом, или в хорошем смысле. Да? То есть в любом смысле мы как бы идем и делаем, и у нас есть дорога, некий путь, по которому мы шагаем. Да? То есть энергия, структура энергии времени, она подтягивает и ресурс, и все остальное для того, чтобы мы могли в этом направлении двигаться. Если мы зациклились в каком-то определенном направлении и не знаем, как из него выйти, мы пытаемся выйти вот через такой прием. Гротескное изменение в какую-то сторону. То есть приемы могут быть разными. Мы потом, может быть, как-нибудь подробнее разберем. Возможные приемы, как вот обходить вот такие ситуации на структурном плане. То есть увести все это в некий абсурд с тем, чтобы структура спокойно могла проявиться в нужной в нашей жизни. Сергей, ну вот Да. такой вопрос. Вот смотрите, ожидания они могут быть от другого человека, вот, могут быть от, ну, скажем, там, от клиентов, от исполнителей, вот, ну, от роли человека, качественное там выполнение роли. Ожидания тоже могут быть, как бы я сам, допустим, от себя чего-то ожидаю, и может быть, как бы через это, ну, что-то как бы не идет, вот, из-за каких-то вот таких вот штук. Либо могут быть это ожидания, скажем так, ну, там, куда движется рынок, там, какие-то экономические там процессы. Вот, тоже там ожидаем одно, как бы, а вот оно как-то вот так все выкручивается. И получается, эта структура одна и та же, как бы работать, ну, скажем так, можно через что-то одно, или на каждый вот этот вот элемент нужно какая-то новая модификация упражнения, скажем так. Нет, мы говорим о чем, что есть ожидания, есть такое понятие, неоправданные ожидания. То есть мы слишком большие ожидания возлагаем на кого-то, на что-то, да, то есть как бы как некую систему, которая за нас делает какое-то действие. И в силу этого мы свое действие уводим вот в это ожидание. Мы как бы вот свою энергию направляем туда. И нам важно вот эту энергию, как бы, чтобы она перестала туда уходить. Поэтому мы эту практику сейчас сделали для того, чтобы вот эту энергию убрать из этого ожидания, чтобы она сама направилась туда, куда ей надо. Поэтому мы делаем действия, которые мы считаем необходимыми. Но делаем. Мы не можем их не делать. Если мы не будем делать, у нас ничего не происходит. И мы туда направляем свое внимание. А вот с этих неоправданных ожиданий, да, то есть куда оно у нас рассеивается, мы там переживаем за счет чего-то, что вот человек, мы там вот, команда не собирается, например, или мы им я даю задание, они не так делают, там, или еще я за это начинаю переживать, то есть как бы и так далее. То есть как бы уходим в эмоциональную сферу, сливаем в нее энергию, да, то есть вместо того, чтобы спокойно заниматься своим собственным делом. И где мы чувствуем, вот заткнулись, но не проходит, не получается у нас что-то тут. Вот мы надеялись, оно раз и обнулилось, да, то есть как бы не получилось. Ведь мы сколько туда энергии уже вложили, а оно все равно не получилось. Так раньше надо как бы останавливать этот поток, да, то есть как бы пусть оно идет. Если не значит, что мы и не надеемся ни на что.
Нет, надежда у нас есть, но мы эмоционально за них не зацеплены. Мы перестаем сливать энергию или на негатив, на негативные ожидания, бояться, что вот сейчас, не дай бог, что-то произойдет, и поэтому я должен обязательно вот волноваться и переживать. Вот ребенок пошел на улицу погулять вечером, все, я извел из себя, потому что я не могу, я боюсь, что там сейчас на него нападут и что-то там покалечат. Да, то есть как бы и вот этот страх как убрать? Ну давайте вот тогда вот какую-нибудь практику проведем с этой вот структурой энергия времени, с тем, чтобы мы могли опять ситуацию довести до абсурда с этим ребенком, да, то есть как бы и на самом деле он спокойно вернется нормально и никаких волнений на самом деле. А то, что мы волнуемся, от этого ничего не происходит. Мы просто волнуемся, сливаем свою энергетику. Вот процессы. Стоит только ее туда перестать сливать, процесс там может быть остановиться, ребенок уже сразу вернулся домой. Ну, это как пример. Вот, правильно Сергей сказал, что вот как бы очень часто люди ожидают от светлиц, что сейчас вот что-то тут такое вот как бы, ну, посыпется. И оно может посыпаться, и все будет. Но когда человек свои, как бы, вот почему я про ожидание стал с этой структурой говорить, потому что мы говорим, да, энергия времени связана с энергией денег. И человек будет брать эту карточку и думать, что сейчас у него посыпется как бы вот, как из рога изобилия, вот эти финансовые ресурсы. Но они-то посыпятся из-за того, что он делает какие-то свои дела, стал их делать более эффективно. Он стал что-то замечать, стал более замечательным человеком, то есть что раньше мимо проходило. Да, то есть он стал делать какие-то действия, которые раньше он не делал, а теперь вдруг он понял, что ему надо сделать. Как бы. Вот в результате этого вот эти финансовые потоки начинают оптимизироваться, и он более эффективно их начинает получать. Но если у нас есть как бы вот ожидание, что я сейчас вот взял эту карточку, и у меня сейчас можно ничего не делать, оно все сейчас само пойдет, здесь это будет неоправданное ожидание, потому что изменения будут, но они могут быть не такого масштаба, например, или не масштаба, они могут быть направлены на что-то другое. Да, то есть, как бы, то есть человек же думает, что финансовый поток отсюда придет, а он приходит из другого места совсем. Да? То есть человек сюда в это ожидание влил кучу энергии, и, естественно, там заткнулось, потому что то, откуда могло бы прийти, там не хватило этого потока энергетического. Поэтому вот мы говорим о использовании структуры времени, энергии времени для того, чтобы можно было свое внимание направлять. То есть о чем я сейчас думаю, на что я надеюсь, какие у меня ожидания по отношению к этому миру. Да? То есть если мы берем эту карточку и используем ее как инструмент оптимизации вот этих вот потоков информационных, которые у нас есть, это одно. А другое дело, когда мы начинаем предъявлять претензию миру заранее. То есть если мир вот так не сделает, как я сказал, ну, значит, все, это плохо, это значит, все неправильно. А если сделает, тогда да. Тогда так уж и быть, я в это поверю. А чудеса, они каждый день делаются. Каждый день делаются как некие свертки, которые мы можем делать своими собственными световыми потоками. И тем самым творить на самом деле вот эту энергию времени при взаимодействиях. Ведь что происходит, когда начинают взаимодействовать люди? Через свою энергию времени они начинают создавать новое время жизни. Ну, это вот хорошо видно, когда вот дети рождаются, да, повзаимодействовали, что-то родилось. Но тоже происходит, когда люди световыми потоками взаимодействуют. Они могут на этом взаимодействии создать что-то, и это проявится в новой энергии. У них эта энергия у них появится, как энергия времени, которую теперь они могут использовать для чего-то. Но мы в следующий раз еще продолжим, я так думаю, вот в этом направлении работать. Практика, конечно, непростая в плане каком. Если вы ее используете слишком серьезно. А если ее используете веселиться при этом, да, то есть как бы повеселился, попридумывал чего-нибудь, напридумывал такого, чтобы аж самому стало приятно. Вот и хорошо. Потому что кроме чувства, вот у них есть вот эти наши органы чувств, а есть еще чувство времени, чувство пространства, чувство мира, но еще есть чувство юмора. Если мы его не используем, ну вот мы одно из чувств не применяем в своей жизни. Ну, я говорю, вот эту технику использовать, как бы вот превращение в абсурд той ситуации, в которой вы находитесь. Ситуации, человека, как бы действия собственного и так далее. То есть, как бы, чтобы энергия вашего переживания, да, то есть она перестала сливаться в это переживание. То есть вы как бы начинаете расширять
свою сферу внимания как бы все шире и шире. А когда совсем расширили, как бы, то это исчезает вот эта проблема как таковая, или вот это вот ожидание. И тогда у вас есть просто есть некий путь, по которому вы просто идете и идете. А эта энергия времени, как структура, о которой мы сегодня говорим, как изделие, которое в виде карточки может быть, а может быть просто подключение к структуре, это возможность просто эту энергию более эффективно применять. Применять для настройки на, ну вот мы говорим о финансовых потоках, значит, настройку на свои собственные финансовые потоки, но не ради финансовых потоков как таковых, да, то есть, а ради того, чтобы вы стали более эффективны в этой жизни. И ожидание, что вот-вот сейчас пойдут большие продажи, там, я не знаю, тысячные объемы. Ну да, что вот сейчас один партнер появится, другой появился партнер, и вы думаете, о, сейчас вот сейчас уже пойдет. Вот важно вот эти ожидания убрать. Появился, хорошо, слава Богу, вот он будет и будет, но не будет, будет что-то другое. То есть все равно что-то произойдет, то, что важно, чтобы вам интересно было делать то, что вы делаете. Давайте по-другому как бы сейчас. Как бы есть некий страх, что у вас там что-то будет не так на работе. Значит, что вы сможете не так что-то сделать. Представьте себе, что вы в этом не так, что вы на этой работе, да, то есть как бы что-то происходит ужасное. Например, все сломалось. Все, что могло сломаться, оно все сломалось. Да, допустим, все отовсюду все льется, отовсюду все валится. И что тогда происходит? Ну, тогда вас вызывают и начинают вас все ругать. Все ругают. Да, так и есть. Вот, да, и поэтому, значит, что при этом происходит? А вы при этом начинаете становиться все меньше, становитесь такой маленькой. И они смотрят, а никого нету, кого ругать-то? А тут уже вот никого нету, даже уже некого поругать, потому что такая маленькая. А потому что вы в этот момент где-то становитесь в другом месте, большой, потому что вы уже в другом месте находитесь, а не здесь. А те, кто здесь вас ругал, они начинают понимать, что на самом деле ругать совершенно бессмысленно, потому что нету объекта для ругания. Но вы все равно боитесь, что там, где вы оказались, тоже к вам сейчас начнут применять разные, значит, что они довольны? Они будут вас хватать и начинать уже физически на вас влиять. Будут Хватают тебя. Будут вас уже начинать бить. Начнут бить, и что? Ну, взяли, вот, представляете, они вас убили морально, физически, все, вы уже труп. Но что трупом делают? Им мало, они говорят, нет, мы сейчас начнем еще трупом издеваться. Мы сейчас этот труп начнем еще расчленять на разные части. А потом еще мы начнем этот труп всячески как бы над ним издеваться. Начнем, повесим на палку и будем ходить с ним этим трупом и говорить, вот это всякая такая вот ужасная. Причем это мы будем делать не только вот как бы вот в нашем месте, а мы пойдем это будем глобально всей стране показывать. Вот есть ужасный такой человек, вот есть такой ужасный человек Марина. Она, это из-за нее вся страна вот так страдает. Это все так мучаются. Вы посмотрите, все ваши беды. Это Марина виновата. Все будут возмущением кричать, о, как хорошо, что вы ее наконец уничтожили, вы ее размазали везде. И теперь эта Марина уже никогда не сделает ничего плохого, потому что теперь мы избавлены от нее. И представляете, это весь мир, и вся страна, и вся земля вздохнула с облегчением. Они говорят, вот, ура, ура, наконец-то нет Марины. Вот. Представляете, как здорово. Ну, тут у нас даже связь прервалась. Да, бросим в котел. И была такая. Вот даже избавились от всех грехов этого мира в виде Марины. Спасибо. До свидания. До свидания.